новости из Турции. Турецкий фондовый рынок рухнул после первого тура выборов президента. Рынок акций упал почти на 7% после того, как ни один кандидат не смог набрать больше 50% голосов в первом туре президентских выборов. Вы знаете, я также читала экспертов, что они проводят параллель между турецким сценарием и украинским. Вот говорить, что лира обвалена, на мой взгляд, преждевременно, потому что, опять же, мы это обсуждали, она качается там рубль-два условно, ну не рубль, а как у них, лира 2, доллар за евро, и это не критично. А у них она волатильна на протяжении нескольких лет. Наверное, это не вызывает радости, но при Эрдогане позитивная сальдо внешнеэкономического баланса. Вход денег в страну огромен. Это дает не только традиционная для понимания отрасль туризм, хотя и с ней все в порядке. Это дает прекрасное собственное сельское хозяйство, отличная легкая промышленность и производство собственной электроники, бытовой техники. Сейчас, по-моему, или начали делать, во всяком случае, он на первом из них ездил, по-моему, и с женой заказали они первый турецкий электромобиль. Развитие своего военно-промышленного комплекса. Я к чему? На протяжении лет со всеми огрехами, а грехов тьма у любого правительства, со всеми огрехами у Эрдогана и у его команды получалось создавать обеспеченный внутренний рынок, который, раз он есть, он является основным движителем собственного внутреннего производства, потому что есть куда и кому сбывать. И при этом создавать или развивать те отрасли экономики, которые работают на экспорт, и заводить в страну иностранную валюту. Что касается показателей, которые после первого тура объявили, мы каждый вопрос, который обсуждаем, так или иначе обсуждали или в том или ином виде, или цепляли в предыдущих эфирах. Против него, конечно же, сыграла ситуация с землетрясением. Это основное. Это невозможно ни запланировать, ни предотвратить. Понятное дело, что внутри страны ему закидывают, что у вас было достаточно времени для того, чтобы градостроение было с учетом рисков. Я думаю, что здесь есть справедливые претензии. Ну, посмотрим. Так вот, насчет лиры. Не так уж она обрушилась раз. Несколько процентов для фондового рынка после того, как мы видели фондовые рынки в Америке или, например, в той же Америке падение, вспомните, стоимости основных, нескольких, вернее, таких отраслеобразующих банков на 40 и 60%, вот это падение. Вот это обрушились. Поэтому такое дело. Несколько процентов, да, это немало для фондового рынка, но это и не смертельно. Самое главное, кто был в Турции, понимает, что эта страна сегодня со своим хорошим покупательским внутренним спросом, с предложением, с экспортно ориентированной экономикой, они многое продают на экспорт, это очень важно. Услуги, товары. Ну и плюс страна, которая сегодня в регионе показывает себя не какой-то там по счету, а, наверное, одной из первых. Это, конечно, достижение этого президента и его команды. Несомненно, американцы пытаются изменить ситуацию. Несомненно, претензии турецкого президента и более откровенные слова его министра внутренних дел и его министра иностранных дел в адрес администрации американской и их посла. Это правдивые слова, искренние. Посмотрим. Я думаю, что по итогу турецкий народ окажется мудрым, и глядя на все, куда зашли их демократы, те демократы заокеанские, он все-таки не захочет, чтобы Турцию оседлали точно так же. А что касается попыток подпалить страну, возможно, они и готовились, или они и есть, но думаю, что с момента попытки государственного переворота в 2016 году в Турции у Эрдогана и его команды было время для того, чтобы предотвратить любые а-ля украинские Майданы и прочую беду. Кстати, по-моему, Сойлу, это министр внутренних дел, их говорил о том, что они вытравили за эти годы все неправительственные агентурные организации, ну, условных агентов влияния. Посмотрим. Понимаете, вот даже сама позиция этого президента вызывает многослойное уважение. Вот когда он в 16-м не сдрейфил, а вышел к манифестантам и вышел к вооруженным противникам, когда он не сдал страну, не сдал свой пост, не сдал своих избирателей, когда он достаточно жестко вел и ведет себя по отношению к тем или иным партнерам, да, его пытаются нагнуть, чтобы он дал согласие на
вход Швеции, допустим, в НАТО, он выставил условия и говорит, что ну исполните, вы же пообещали, вы же подписали коммюнике. Исполните, мы сразу же проголосуем за вас. А можно представить, какому давлению он подвергается в этой связи. Когда он после сильнейшего и страшнейшего землетрясения не включил заднюю, не убежал, не делал все для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить города и дать людям жилье. Когда он почувствовал себя плохо, но через несколько дней продолжил предвыборную борьбу. Да постоянно, когда ему там таблоиды рисовали, его оппоненту, помните, 50 с чем-то процентов, а ему 40, и мы с вами тогда еще говорили, что это намеренная штука, ее специально кидают средства массовой информации для того, чтобы формировать кривое общественное мнение. Ну, типа людям говорить, что вот, видите, за него не хотят голосовать. Когда он совсем с этим столкнулся и не сходит с дистанции, и назначает выборы, и не переносит их, а мог бы перенести. Очень мог бы. Ничего себе, такое землетрясение, 50 с лишним тысяч человек погибших, только погибших. Казалось бы, какие выборы? Нет, будут. Второй тур? Будет второй тур, если я не ошибаюсь, вот буквально скоро. Я помню конец 18-го, когда Порошенко устраивает эту провокацию с военным катером для того, чтобы потом объявить военное положение, чтобы выборов не было. Ну, не получилось ничего, он там что-то коряво объявил, коряво не получилось. Я уже Януковича не беру в пример, там вообще сравнивать нельзя. Поэтому, полагаю, турецкий народ разберется.